Атаковать — это не обязательно кидаться в бой. Атаковать — это еще и совершать неожиданные для противника действия и ломать его планы. Вы слышите цитату, а это значит, что на канале Alex General вышел новый реплей. Всех приветствую и прошу внимания. Карта Mountain Mayhem. На нижней позиции Фарго, стандартная армия ГЛА. На верхней позиции Big Size, Генерал Тонс, лазеры США. После просмотра попрошу вас написать комментарий, поставить лайк. Те, кто не подписался, подписывайтесь и бейте в колокол. Если есть желающие поддержать проект материально, то в описании есть вся необходимая информация. Выражаю огромную благодарность за вашу поддержку. Итак, частые тренировки проходят сейчас между бойцами, постоянно проводят челленджи до 5 или 6 побед. Неудивительно, ведь мировая серия в самом разгаре и нужно быть в форме. Фарго и Team Step встретятся в рамках четвертьфинала ВС, а Big Size будет сражаться против Маракара из клана ОУЕ. Достаточно непредсказуемый матч, и все бойцы сильные, способны побеждать. Данный поединок мне очень понравился, я отложил все свои дела и решил вам его показать. Ну, понеслась. Итак, два саплая от Фарго, третий, естественно, справа. На самом деле, на вот этих коробках довольно частое явление ставить два саплая, уже такой некий канон. Приехал дозер, слушайте, отменяет здесь рабочего. Едет дальше, но есть два ракетчика, Сайз отступает своим дозером. Есть, кстати, подрывники здесь на защите как раз таки вот от таких действий. Сайз отступает налево, дозер уже практически убит. Два ракетчика, в принципе, если сейчас пойдут преследования, то просто этот дозер отменят до конца. И, кстати говоря, Сайз-то стартанул без продажи командного центра. Устанавливает казарму. Первым был установлен военный завод, и выходит Хаммер. Естественно, ждем ракетчиков. Сейчас будет загружаться пехота, и Хаммер поедет воевать. Разворачивает Фарго позиционку, копает во всю тоннели, и три норы сейчас будут уже стоять на центре. Ракетчик пустился все-таки вдогонку за дозером, и дозер уничтожается до конца. Но Сайзу дозерхан не страшен, ведь у него есть командный центр. Также, кстати говоря, два саплая справа и один саплай установлен слева, вот здесь на доке, и добывает. Приехала Течь. Течь, я так понимаю, нагружена. Да, там есть ракетчики. Подрыва я, в принципе, подготовки к нему от Фарго не увидел. И он привозит сюда ракетчиков. Пробил здесь по дозеру, пробил по Хаммеру. Но все-таки через контрол в первую очередь пробивает вышку. И, соответственно, уже Сайз у себя на базе буст в виде нефти-то не получит. Подъехал Хаммер, потихоньку здесь все-таки отменяет эту пехоту, и пехота полностью закрывается. Домик выживает, можно, в принципе, дозер подогнать, и этот домик починить, будет неплохая защита базы. Тоннель справа готов, в центре также тоннель выкопан, и ставится каркас третьего. Еще одна техничка подъехала, я так понимаю, на защиту этого самого каркаса. Рабочий там где-то бежит, а здесь, скорее всего, подрыв. Ну, по крайней мере, видно, что техничка нагружена, но два Хаммера слева, плюс Hellfire дрон здесь изучен, и техничка отступает. Но бежит рабочий вперед, и Фарго не контролит этот момент, и рабочий сливается. Минус дозер справа. Техничка пока уехал на холм, уничтожает здесь ракетчика, и даже рабочего привез Фаргу. И, в принципе, можно сюда и норку поставить. Так, тут три Хаммера, минус пехота, и можно техничкой, даже за техничкой пускаться в погоню. Но она уже слишком далеко уходит. Я думаю, что будет сейчас просто прятаться на базе. И отмена каркаса норы на центре, и Хаммеры возвращаются обратно на базу. Группа готовится. Достаточно сильная, на самом деле. Еще три Хаммера подъезжают, и два Хаммера снизу. Техничка вновь заезжает. Вопрос, есть ли там что-то от Фарго? Да, слушайте, там она полная. И я так понимаю, что вот это уже как раз таки подрыв. Да, подрывники спамятся вовсю. Также спамятся здесь технички. И проникают все-таки вглубь базу сюда Фарго. 4 подрывника высаживаются, но почему-то встали. Нужен Фарго. Давай, 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 давай. Просыпаемся. Военный завод сейчас будет подорван. Все верно. Военный завод минус, но есть у Сайза группа. Идет вперед и как раз таки уничтожает одну из нор. На пути что? На пути техничка, одна нора, саплай. Вот на открыт подрывник побежал вперед, но Хаммеры, конечно, спокойно его отменяют. Да, но есть технички. Слушайте, Сайз проникает, практически закрыл нору, пробивает рабочих, пробивает технички. На пути казарма, до саплая добраться пока не удается, и Хаммеры подзажались на самом деле здесь у Фарго на базе. На краю карты стоят, но казарма-то отлетит. Высаживается, причем пехота. Лазерлочить надо, конечно же, сейчас. Технички и, слушайте, даже три рабочих здесь. Сайз закрыл с помощью Hellfire дрона. Техничка отлетает от нас в другой. Ну и потеря Хаммера достаточно серьезная. Осталось всего два из всей группы. Пилот засаживается, Хаммер становится двухлучковым. Минус техничка. Пехота, я так понимаю, сейчас тоже будет закрыта. Еще одна техничка минус, и пехота вся закрывается.
Ну и заехал, я так понимаю, Сайс. Ну надо бить заводы. Почему стоим? Почему стоим, Сайс? Еще одна группа, я так понимаю, будет готовиться, я надеюсь. Ну, конечно же, если ракетчики есть, значит, ждем еще и спам-хаммеров. Рейнджеры побежали вперед с подорванного военного завода. Если есть изученный захват. Нет, захвата пока еще нет. Но если Сайс это дело сделает, то я думаю, что это будет и захват вышек, захват арт-платформы. Они здесь есть, вот их 2 штуки. Хаммеры продолжают бодаться здесь на базе у Фарго. Фарго защищается, пытается как-то противостоять. Есть 4 здесь пехотинца в виде ракетчиков. Идет, продолжается перестрелка. Один хаммер был потерян. Ставится новая казарма. Ну и хаммеры до конца закрываются. Остается тут только одна медичка. Не сказал бы я, что эта атака прям сильно такая хорошая. Была отмена казармы, отмена норы, и то вот она отстроилась обратно. То есть до конца ее Сайс так и не убил. Слушайте, так еще и медика сейчас потеряет, скорее всего. Да, тут техничка пускается в погоню, медик потерян. Ну и все, атака полностью закрыта. Военные заводы все на месте, продолжается спам. И сапплай, кстати, также восстанавливаются здесь рабочие, и можно дальше продолжать добывать. Минус рабочий слева. 3 хаммера поехали от Сайза вперед. Захватывается вышка, захватывается арт-платформа. Ух ты, и минус рейнджер поехал. Все-таки Фарго контролит этот момент. И уничтожает. Уничтожают рейнджеров один за другим и отменяют, соответственно, захваты. Ну вот, вышку все-таки себе одну Сайз взял. И арт-платформу даже, слушайте, здесь захватывает. Хаммеры приехали и бьют казарму. Но есть запасная. Вот она справа стоит. Ну, одну казарму убьет тоже неплохо. Почему бы и нет. Здесь очень каленый ребель, он хотел отступить, но не вышло. Хаммеры поехали обратно на базу, я так понимаю. Ну, здесь, да, есть такая оборона. В принципе, пока что Сайс, я так понимаю, не хочет сюда вгрызаться. И ставится дворец. Ставится дворец, скорее всего, в будущем мы увидим рокетбаги. Ну и, естественно, выход во вторичную экономику в виде черных рынков. Угла, она в виде черных рынков. И захватывается дроп-зона сейчас от Фарго. И вышку себе Фарго также взял. И на мейне также у Фарго вышка есть. Нормальная экономика, в принципе. Ну вот, уже вот здесь ресурсы-то заканчиваются. Справа сапплай добывает, от платформы взял Сайс и пробивает здесь норку. Минус течь. Минус течь. Объединяются хаммеры в общую пачку. Пробили здесь по ребелю. И Сайс будет пытаться себе вышку-то перехватывать. Но есть технички. Можно попробовать этот перехват-то и отменить. Минус ракетчик. Норка закрывается. На пути рабочий. Рабочий также будет, скорее всего, минусован. Платформа помогает. И течи поехали вперед. И слушайте, а здесь ведь была пехота. И Дозер, скорее всего, эту пехоту просто передавил. Арт-платформа ее убить в такой близи просто не могла. Ну, техничка все-таки закрывается. То есть атака провальная на самом деле. Ну, а Сайс тем временем там вгрызается. Минус течь, там был подрыв, но подрыв неудачный. Не получилось хаммеры подорвать. Сапплай просто распродается. Не отдает его Фаргу на растерзание. Медик также, 2 медика, слушайте, здесь в пачке. Ну, вот эту вот вышку, наверное, надо бы уже уничтожать. Ну, хотя ведет рейнджера сейчас в Сайс на перехват. Все-таки и технички опять заезжают. Пробивается Дозер, но Фарго не контролит и уничтожается просто эта техничка. Домик здесь наяривает, а платформу этой техничкой Фарго будет бить очень долго. Ракетчики идут страховать этот момент. Сейчас просто через лазерлок ее уничтожить. Так, а тут устанавливается фугас и полетела одиночная А10. Все-таки Сайс хочет перехватить эту вышку, но тут есть техничка, и техничка этот момент отменяет, а тем временем А10 пробивает рабочих. Норку до конца не закрыл, сапплай каленый, но... рабочих просто сейчас восстановит Фарго и будет дальше продолжать добывать. Джарман Кэл вышел и ставится черный рынок, дворец готов. Даже 2 черных рынка. Вот эти сапплаи, конечно, уже даже, наверное, можно продавать. Добычи здесь никакой нет. Дроп-зона захвачена. И спамятся рокетбаги. Вовсю, кстати, слушайте, у Сайза-то уже 3-й ранг, и он тут снайперами начал работать, я так понимаю. Спамит снайперов. Группа большая достаточно сейчас хаммеров, но 2 уже были потеряны. Минус ракетчики. Норка до конца закрывается. И опять подбирается Сайс к казарме. Сапплай был распродан. Миксует Фарго здесь и квады, и рокетбаги. Есть техничка, есть подрывники. Квады, кстати, достаточно неплохая вещь. Дроны сбивает. Но в данный момент сейчас у Сайса разведдроны. Но были Hellfire дроны. И квады. Ну, кстати, есть. Вот Hellfire дрон летает. Минус еще одна нора. С дроп-зоны здесь выходит танк Скорпион. Самолет прилетел, сбросил. Ну так вот, квады, в принципе, неплохо будут работать здесь в миксе. Сбивать этот Hellfire дрон. И, соответственно, он дамаг не будет наносить. Батлбас даже появляется. Кстати, уже есть на дополнительные ракеты здесь Грейт у Фарго. И заезжает Сайс под военный завод. Так нужно бить его. Опять зажался на самом деле. Минус хаммер. Слушайте, и зажат все-таки Сайс. Зажато тут пробивает баги вовсю. Правда, потерял здесь Фарго
Батлбас и даже и сплэшем, насколько урон сейчас наносится Сайзу. На самом деле зажата армия. Нельзя так воевать, мне кажется, хаммерами. И, кстати, есть апгрейд на ракеты Тоута у Сайза. Проходит он вперед, пробил военный завод, но убить его так до конца не удалось. Оставил здесь ракетчиков как прикрытие, лазерлоки, квад минус, но оставшихся ракетчиков, я думаю, что все-таки Фаргута закроет. Распродажа сапплаев. Но они уже, в принципе-то, здесь не нужны. Нужно черный рынок бить. И минус еще один хаммер. Потери большие у Сайза. Лазерлоки, минус квад. Пехота высаживается заранее. Здесь работает Стингер, пробивает дроны. Пробиваются рабочие. Рокетбаги здесь работает. Еще один хаммер минус. Ну, Сайз, ну как же так? И распродажа черного рынка. Но не удалось до конца его продать. И все-таки Сайз, я думаю, его убьет уже окончательно. А здесь Джарман Кэл вышел. И минус пилот на хаммере. И пехота вся тоже закрывается. Тем временем медичка только одна из всей пачки остается. То есть еще одна атака. Ну, возможно, даже где-то и получше. Опять минус казарма, минус нора. Пробил военный завод, но он на месте. Сапплаи были просто распроданы. Ну, черный рынок забрал. Здесь хаммер остался без пилота. Можно, в принципе, себе его Фаргута забрать. И чинуки прилетели. Чинуки прилетели на добычу. А что вообще, в принципе, сейчас у лазера-то по ресурсам? Есть у него стратегический центр. Здесь поставил Фаргу маяк. Ну вот здесь уже на доке все, ресурсы кончились. И вот последние коробки добываются справа. Все эти сапплаи уже бесполезны. Но вот есть ресурсы еще, пока лазер будет жить. Так, это самолет с дроп-зоны. Еще один танк Скорпион здесь был сброшен. Есть у Фаргу вышка. Так, тут тем временем катается Батлбас. Там Джарман Кэл, отмена пехоты. И, кстати говоря, были уничтожены чинуки. А вот тут вышку все-таки Сайс, я так понимаю, уничтожил. Либо Фаргу ее подорвал, если Сайс ее себе перезахватывал. Ну, в общем, вышка сейчас на карте только одна. И она под контролем Фаргу. И еще одна группа поехала от лазера. Рокетбаги пока отгоняют, и сразу же минус хаммер. Еще ничего толком-то Сайса уничтожить не успел, а Фаргу уже уничтожает хаммер. Минус квад. Лазерлок, еще квад минус. Техничка помогает, закрывает пехоту. Техничка также минусуется. Еще хаммер. 3 хаммера уже потеряно. И, возможно, сейчас еще один будет теряться с помощью рокетбаги. Батлбас тут еще также катается. Ну и из-за угла так Фаргу пытается как-то Сайза отогнать. Тут ракетчик своим ходом прибежал. Можно, в принципе, его в хаммер посадить. Слушайте, а Фаргу пошел в преследование. Да-да-да, все верно, там 2 каленых хаммера, их надо забирать. Еще хаммер потерян, все. 2 каленых забрал. И дальше, слушайте, смотрите, что делает. Он пошел вперед. Насколько били Фаргу на базе, а тут Сайз что-то как-то завтыкал, и хаммеры просто теряет, и медичка тоже потеряна. Здесь, правда, арт-платформа жестко, на мой взгляд, работает, надо бы отступить. Одна была рокетбаги здесь потеряна. Пробивается по Батлбасу, но Батлбас успевает отъехать. Слушайте, так 2 арт-платформы у Сайза под контролем сейчас. Это нора, она в стелсе, я думаю, это Джарман Кэл, а слева дрон у Сайза. Он смотрит, чтобы тут никакая техничка с каким-нибудь подрывом не проехала, не уничтожила тот же Сёрч. Но вот, кстати говоря, все-таки пытается Фаргу подрыв, я так понимаю, провести. Да, но неудачно. Благо у Сайза были хаммеры сейчас слева, и ставится дроп-зона первого у Биг Сайза. Есть флуат, 6000 на счету. Справа сапплай продолжает качать, но маловато ресурсов на самом деле. И еще одна техничка от Фаргу, загруженная под завязку. И, возможно, это также очередной подрыв. Едет под военный завод, я так понимаю, Фаргу. Да, все верно, все верно. Это подрыв, 100%. 4 подрывника высаживаются, но в техничке было 5 пехотинцев. Вполне возможно, сейчас будет отмена дозера с помощью 5-го подрывника. Да, минус дозер. Меньше и меньше остается, скажем так, денег у Сайза. И вот из-за таких моментов приходится сейчас тратиться на новый дозер, на постройку нового военного завода. Вот 4 хаммера есть, и это, я так понимаю, все сейчас у Сайза. Нужно военный завод, конечно же, восстанавливать. Пехота есть в хаммерах. Нужно, я так понимаю, защищаться, что ли, ждать атаку или наоборот ехать атаковать. Мне кажется, что нужно ехать атаковать, потому что дается сейчас время Фаргу на восстановление после таких жестких атак. На самом деле он и сапплай себе вернул справа. Здесь, правда, осталось не так уж и много. 3375 еще есть чего там добывать, да, как бы. Ну и есть 2 черных рынка. 3-й здесь слева фейковый, и справа ставится 4-й. Вышек, кстати говоря, нет. То есть вот здесь вышка была уничтожена, скорее всего, с помощью хаммеров, либо через повышение. А 10, возможно, даже прилетело и просто убил этот момент. А Фаргу пошел в атаку. Фарго пошел в атаку. Здесь пытается Сайс уничтожить Наруну с помощью рокетбаги. Фарго уничтожает хаммер. 1 хаммер минус, а второй забрать. Но тут баги практически все были убиты. И второй, слушайте, забирается. И вновь проникает техничка на базу. Там есть подрывники. Нужно бежать, подрывать. Сёрч.
Минус стратегический центр. Военный завод хотя бы Сайз сейчас себе вернул. А справа тем временем просто срезается экономика. Два квада, которые уничтожили чинуки, уничтожили сапплай. Осталось тут, правда, буквально чуть-чуть еще добывать. 1125, но эта 1000 могла бы Сайзу, конечно, помочь. А Фарго просто пошел в атаку. Переворачивается, на мой взгляд, игра сейчас немножечко так с ног на голову. Уничтожается хаммеры, минус, правда, рокетбаги, уничтожается электростанция. У Сайза здесь только одна дроп-зона. Сбрасываются, кстати говоря, сейчас ресурсы. А справа все, добычи нет. Квады стоят на дежурстве, чинукам долететь тут не дают. Тут есть, кстати говоря, в чинуках какие-то тут ресурсы. Можно их в сапплай, конечно же, сейчас отправить. Восстанавливается энергия, ставится стратегический центр. Минус при этом при всем рейнджер. Электростанцию, я так понимаю, все-таки с Фаргу-то добил. А с помощью Джарман Кэлла уничтожаются просто рейнджеры. И, кстати говоря, высадился здесь Фаргу и пехоту пересадил сюда в юрту. И просто так как бы мешает тут прям на базе у Сайза. А Сайз пока просто катается здесь. Рейнджеры стоят, надо спамить. А если с чего? Ну есть какие-то здесь еще деньги у Сайза. Там 360 флуата. Можно попробовать еще какую-то группу собрать. А квады приехали, бьют чинуки. И бьют чинуки, так Квад тут еще и с 3 лычками, слушайте, так можно пробовать тогда и сапплай пробивать. А где Сайз? Почему он не едет защищаться? Вот это вот большой вопрос. И техничка поехала. Джарман Кэлл работает по пехоте. Ну и все, квады блокируют. Но экономики как таковой тут уже и не было, и не будет, потому что ресурсов-то нету, а тут еще и нора стоит, все, и чинуки-то не прилетят. Пробивается казарма, распродаются ресурсные центры. Ну тут хаммеры приехали, минус 1 квад. Ой, еще и подрыв дозера, я так понимаю, да. И подрыв, причем дроп-зоны, слушайте. А вот этот подрывника, вот этого, если бы довести бы сейчас до электростанции, то можно еще и энергию забрать. В принципе, его могло бы еще бы хватить. Их блокирует квад просто сейчас казарму. Блокирует хаммеры и просто их уничтожает. Трехлычковый уничтожает хаммер. Но тут, скорее всего, правда, еще и бункер помог. Точнее, вот эта юрта с ракетчиками. Потерял, правда, сейчас квад Фаргу. Мог бы добить казарму, но через лазерлок все-таки Сайз тут забрал этот квад. И все-таки сдается. Все-таки Сайз терпит поражение. Несмотря на такие длительные, мощные какие-то попытки атаки, ну как попытки, действительно атаки, вполне в принципе себе масштабные, может быть где-то не совсем удачные, но Фарго был достаточно сильно зажат, и спамить ему как такового получалось только на защиту, проводить атаки-то не получалось, потому что Сайз постоянно давил. И несмотря на все это, все-таки Фарго каким-то образом смог переиграть Сайза, да, отбиться, восстановиться, пойти в атаку буквально последними, наверное, какими-то юнитами и просто вытащить эту игру. Классное противостояние, действительно очень красиво получилось. Фарго, мои поздравления. Сайз, желаю удачи. Ну а на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Генерал Алекс. И помните, что всегда из любой ситуации есть выход.